things come to mind. Я сразу вспоминаю о двух вещах. One is we always apologize. Первое, мы всегда извиняемся. Under all circumstances. В любых обстоятельствах мы просим прощения. Например, случайно вот толкни меня. Ты проходила. I'm sorry. Извини, пожалуйста. It doesn't matter. People just somebody can punch me in the face and say, I'm really sorry. I'm really sorry. И даже когда человек бежит и как-то может локтем мне въехать в лицо, я говорю, прости меня, пожалуйста. Is your hand okay? Потому что так нужно. So really polite, always apologizing for things we didn't Поэтому do. мы очень вежливая нация, мы всегда просим за все прощения. Another thing I was thinking of. И еще одна вещь. Every November 5th. Каждое 5 ноября we build a gigantic model of a terrorist. Мы делаем гигантскую модель террориста, who tried to blow up Parliament 400 years ago. Который 400 лет назад пытался взорвать парламент. Then we burn him on a massive И мы fire. делаем эту модель большую, и потом мы его торжественно сжигаем. And we eat hot dogs. И мы радуемся. Гай Фокс. Here we are. Вот это я. This is me at 1 year. Мне был 1 годик. See, I know, when I was 1, every girl said, oh. Вы видите, мне 1 годик, а уже каждая девушка вздохнула. And that decreased over the years. Да, как удобно. This is me at about 9. Тут мне уже 9 лет. Grew up in the countryside, like to go for walks with my dad. Я обычно гулял где-то вот за лесом и ходил на прогулки с своим папой. If you're a sensitive person, если вы человек такого вот научного склада ума, you should cover your eyes now. Сейчас вам нужно закрыть свои глаза. It's me as a teenager. Это я подросток. Look how cool I am. Вы видите, какой я прикольный, модный. With my baseball cap backwards. У меня специальная кепочка назад так. Now, if it weren't for change, итак, если хочешь измениться, I would still look like the guy in these pictures. Я показываю процесс изменений на фотографиях. And there's a few different kinds of change. Проверяли, какой микрофон лучше. Okay. There's a few different kinds of change. Если мы говорим о процессе изменений, And we'll talk about them in a moment. вот то, что я показывала вам, But first, why don't you turn to someone near you and speak about this? то я бы хотела, чтобы вы сначала поразмышляли о следующем. Какое самое большое изменение произошло в вашей жизни в прошлом году? Теперь мы проведем несколько минут, когда вы повернетесь к вашим соседям, слева или справа, и поделитесь тем, какое большое изменение произошло с вами в прошлом году, или в этом 2 месяца. Итак, какие же изменения могут происходить в нашей жизни? We can have the natural change of getting bigger. Мы знаем, что есть естественные изменения. Losing those cute chubby legs that we have as babies. Losing those cute chubby legs we have as babies. Например, если мы смотрим, как развивается ребенок, даже вот длина его ног. Learning that wearing your baseball cap backwards doesn't make you cool. И мы понимаем потом, что тот вид, как мы одеваемся, он не делает тебя каким-то модным, прикольным. Another way we can change is the kind of way you've probably just talked about. И поэтому это то изменение, о котором мы часто говорим. We choose to lose weight. Есть намеренные изменения, когда мы решаем, например, сбросить вес. Or we choose to study harder. Или we choose to study harder. Или мы решаем учиться более усердно. Or to start a relationship or end a relationship. Или мы решаем начать какие-то взаимоотношения или разрушить их. Then there's a third kind of change. Есть и другой вид изменений. That's the choice of a completely new kind of life. Это то изменение, которое требует решения поменять весь образ жизни. That's when we say, I don't want to change one or two little things in my life. Вы знаете, есть много людей, которые говорят, я не хочу изменить только 1 или 2 сферы в I want to жизни. make a massive change. Я хочу сделать полное, глобальное изменение. I want to become a different kind of person. Я хочу полностью стать другим человеком. Live a different kind of life. Я хочу жить другой жизнью. And have a new start. И я хочу, чтобы вы это видели. There's a famous story about this.
Есть очень хорошая история об этом. I call it the story of Poop Guy and Mr. Perfect. Я называю эту историю про двух парней. Испорченного парня и мистера Совершенства. Poop Guy and Mr. Perfect are brothers. Этот испорченный парень и мистер Совершенства, идеал, они два брата. Mr. Perfect has everything together. Тот, который идеальный парень, у него все He сложно. doesn't need any major changes in his life. Ему практически ничего не нужно в жизни менять. But Poop Guy wants a fresh start. Испорченный же паренечек, у него вот полный бардак. This is why he wants a fresh start. И наконец он решает начать жизнь с чистого листа. It's an old story, Это очень старая and история, I'm going to show you some quotes from it here. и там будут важные моменты. This is part of a quote from the story. Итак, история об этом испорченном мальчике. Он растратил свое имущество, живя распутно. So he used to have loads of money, Итак, мы знаем, что у него было что-то. and he used to live a crazy party-filled life. И потом он жил жизнью полной вечеринок и какого-то сумасшествия. Drugs, sex, Наркотики, секс, drink, travel, выпивка, гулянки. you name it, he did it, and it was a lot of fun. Вы можете назвать любое практически неправильное действие, и мы точно скажем, что он это делал. And I don't know if you have a period like this that you remember from your life. Возможно, у вас был тоже какой-то похожий период в вашей жизни, Everything seemed perfect and right. когда вы видите, что не можете жить идеально и хорошо. The relationship you were in, И отношения the разрушаются, money you had, the friends who lived there, деньги, которые есть, они просто сразу уходят. or maybe you've never had that great kind of life. Возможно, у вас тоже такая жизнь была. Well, it didn't last for Poop Guy. И мы видим, что долго это не длится. This is what it says next. Итак, после того, как он все потратил в этой стране, начался большой голод, и он стал нуждаться. So the money ran out Итак, денежка закончилась, right when all the local farms were failing, и ему нужно что-то делать, он находится в сельской местности, and the food becomes really expensive. он понимает, что еда слишком дорого стоит, And this great life he had comes crashing to a hole. и у него начинаются поиски того, как это поменять. It's like a car hitting into a wall. Это похоже на то, как машина врезается в стенку, He doesn't have his seatbelt on and he goes through the windscreen. и он не знает, что дальше делать. So he gets a job. И поэтому парень ищет работу. Парень настолько захотел есть, что Oh, here. Yeah. он ищет работу, и дальше написано, парень настолько захотел есть, что был бы рад съесть даже еду для свиней, но никто ему этого не давал. So he works with pigs. Итак, где же он нашел этих свиней? Is anyone here from the countryside? Кто-то у бабушки в селах бывал? I'm from the countryside. Я сам вырос в сельской местности. And I used to work my summers on a farm, И поэтому я часто проводил свое лето на ферме. harvesting food. И поэтому я часто кормил их. And when you harvest food, you get muddy. И поэтому, когда ты кормишь свинок, ты часто пачкаешься, там много грязи. But when you work with animals, you get smelly. А особенно, когда ты работаешь с домашними животными, ты начинаешь пахнуть, как они. And we have a pig farm a few minutes from my parents' house. И недалеко от дома моих родителей была свиноферма. And when you drive past it, И когда вы туда приходите, it makes you want to puke. вы чувствуете, что вас просто вот тянет где-то куда-то облегчить душу потом. It's full of poop, and more poop. Потому что пройти невозможно, везде одни минные поля. Animals rolling in their stinky poop. И мы видим, что эти свиньи, еда вперемешку, и опять мины разложены. Bad enough to breathe through your nose, don't breathe it with your mouth open. И это невозможно не дышать, невозможно не быть там. And that's his job. And that's this guy's job. Но именно вот работа с этими свиньями была основной работой нашего парня. Hooray, what fun for me, he thinks. Hooray, what fun for me. Он, наверное, очень обрадовался, когда увидел свиней. I'm not sure this is what I went to university for. И я не думаю, что этому учат в университете, работе с свиньями. And he's not even allowed to snack on pig food. Ему даже не разрешали подъедать за ними, хотя он был очень голодный. And this story actually comes from a Jewish context. И эта история, она идет из восточного контекста. Where the pigs are unclean animals. И в этом контексте, в этой культуре, свиньи были нечистыми животными. So he's not only smelly and dirty and hungry. Поэтому наш главный герой не просто голодает, не просто воняет и отвратительно выглядит. He's also terribly ashamed.
Он еще занимается тем, что стыдит его. Because he's breaking the most basic rules of his own religion. Потому что по законам той религии, той культуры он нарушает все главные принципы. And he reminds me of a movie character called Tom Ripley. И вы знаете, это напоминает мне о фильме о Томе Рипли. Tom was a pretty normal guy. Том был нормальным парнем. Then he gets in an argument with his friend. И потом был какой-то спор, ругательство со своим другом. Murders him. И он в итоге убивает своего друга. And hides the body. И он прячет тело. And Tom Ripley is played by Matt Damon. И вы знаете, Тома Рипли играл тогда Мэтт Деймон. And in this clip he's playing the piano. И именно в этом видеоотрывке он играет на пианино. And talking with his friend who doesn't know he's a killer. И говорит со своим другом, который не подозревает, что Том Рипли является убийцей. So Tom Ripley says, it's like there's a dark room. Том Рипли говорит о том, что это похоже на большое помещение, темное помещение. Where he puts all the ugly parts of his life. Куда он складывает все самые ужасные эпизоды из своей жизни. And he locks part of himself away. И потом он уходит оттуда. Over here is the Tom that people are allowed to see. То есть где-то эта светлая часть, которую могут увидеть люди. Over here is the full truth about Tom. Но выходя где-то далеко от света, люди не видят Тома. And he really wants people to see this Tom. И Том хочет, чтобы люди увидели его в этой темноте, какой But он. he's scared that if people know him fully, they will reject him. Но он очень боится, что когда люди узнают его настоящего, они его отвергнут. So this is the Tom he shows them. Поэтому именно так это выглядит. And I wonder whether you can relate to that. И я думаю, что вы можете вспомнить, связанное с этой историей? Statistically, very few of us will have killed anyone. По статистике, мало кто здесь в зале убил кого-то. But many of us have two selves. Но вы знаете, у многих из нас есть такие грустные моменты, Two yous. которые хочется куда-то выкинуть. The full you, the full you, Когда вот полностью вы какой есть. and the edited public version of you. Она спрятана, эта часть, а есть какая-то отредактированная версия для окружающих. The author Mark Twain said, Вы знаете, что сказал Марк Твен?
Everybody is like the moon. Everybody is like the moon. Каждый похож на Луну. We all have a dark side that we don't show anyone. У всех у нас есть какие-то темные стороны, которые мы не показываем. The comedian Peter Sellers, a comedian, a British comedian, Один из британских медийщиков сказал, said he had spent so long living as the edited version of himself. Он говорит, что настолько часто живу этой режиссерской копией версии самого себя, That he said there used to be a me underneath the mask, что я понимаю, что где-то там под маской есть настоящий but I я, had it surgically removed. но я настолько его глубоко спрятал. He wasn't even sure there was any real him left. И это даже не видно в его настоящей жизни. And most of us aren't that extreme. И очень часто в этом есть и мы. But here's an English quote from a Russian author. Есть цитата хорошего русского автора, How do you say it in Russian? Александра Солженицына. Okay. He says, if only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds. Он говорит, если были где-то просто злые люди, которые постоянно совершают плохие поступки, And it were necessary only to separate them from the rest of us то and destroy нужно them. было бы просто отделить этих злых людей от остальных и уничтожить их. But the line dividing good and evil cuts through the human heart. Но линия, разделяющая добро и зло, проходит через сердце каждого человека. And who is willing to destroy a piece of his own heart? А кто хочет разрушать часть своего сердца? I don't know if any of this resonates with you. Does any of this connect with you? Как вы думаете, это каким-то образом связано с вами? This story is actually a story Jesus told. Эта история перекликается с историей, которую рассказывает The Иисус. quotes I'm telling you are quotes from how he told. Интересно то, как эта история He рассказывается. didn't poop guy and Mr. Perfect. Когда Иисус говорит об этом, Он не называет это историей о двух братьях, который был один совершенством, а другой каким-то неудачным. But the names fit the characters, so let's go with it. Понятно, что имена там другие. But by telling the story, Jesus is communicating something really important. Но когда я говорю о том, что Иисус передавал что-то очень важное, He's saying, this is real. Он говорил, что под этой историей скрывается реальность. Our need for a fresh start is real. И Он говорил о том, что каждый нуждается в новом начале. Это реальность. Something I love about Jesus Что мне нравится в Иисусе? is that he doesn't pretend we don't have dark, hidden aspects of our lives. Иисус не притворяется и не прикрывает какие-то темные аспекты нашей жизни. He doesn't pretend that things don't get messy sometimes. Иисус не закрывает глаза на то, что иногда какие-то сферы жизни, они просто в полном He's беспорядке. very realistic about the world. Он очень реалистично говорит об окружающем нас мире. And if you feel things have got a mess and I really need a fresh start, И если он видит эту грязь, он хочет дать новое начало. Jesus says, I understand and this is real. Иисус говорит, я это понимаю, это проблема, это реально. Okay, so how did poop guy get in this mess? И мы хотим узнать дальше, что делает наш испорченный мальчик. It's an important question because when we want to find solutions, we first want to identify the problem. Это важно, потому что если мы хотим решить какую-либо проблему, мы должны определить сначала ее. And with poop guy, Jesus says this is how it started. Поэтому Иисус рассказывает эту историю об этом мальчике, чтобы мы There понимали. are three characters in the story. Есть три главных героя истории. And every interpreter of this story sees the father as representing God. И обычно, когда Иисус рассказывал историю о ком-то или об отце, Он говорил о самом Боге. And this is what he says to his father. И поэтому вот что Он говорит об этом отце, герое этой истории. Он, это наш испорченный мальчик, сказал отцу: «Отец, дай мне мою часть наследства». You get your inheritance when your parents die. Знаете, обычно ты получаешь наследство только после смерти родителей. But the son says, I cannot wait for you to die. А этот парень буквально говорит следующее: «Папа, не могу дождаться, пока ты умрешь. Just give me your money. Просто давай сюда деньги». He wants his dad's stuff, То есть он просто хочет забрать у папы часть его имущества. but not his dad. Вы понимаете, это не долги, но имущество. And that would be a rude thing to say today. И вы знаете, даже сейчас это самая большая грубость, которую можно сказать живым родителям. But in the cultural time, it's like telling your dad you was dead.
Но в то время сказать подобное, это было просто смертельно. And his dad should have said no. Его отец должен был сказать нет. Most every father would have said no. И по сути мы понимаем, что буквально каждый отец сказал бы нет. But he doesn't do that. Но именно этот отец такого не делает. Instead, he gives him his money and lets him go. Вместо этого отдает свою часть денег и отпускает сына. And if the father represents God, Если мы думаем о том, что отец представляет собой Бога, then it's an interesting picture of God. тогда создается интересная картина о Боге. We have the idea Jesus is saying many of us we don't want God in our lives. Мы знаем о том, что Иисус часто описывает то, что происходит в нашей жизни. Or maybe we want the things He has to give us. Возможно, Бог хочет дать какие-то нам вещи. We don't want Him in charge. И Он не хочет даже за это ничего получать. I think I'm quite like this. Я думаю, что это часто происходит. I love people in this world. I love many people in this world. Я люблю довольно много людей. Food, books, different places. Food, books, different places. I love these things. Food, books, places. И говоря о том, что я люблю, я часто люблю разные материальные вещи, которые я имею, включая еду и все остальные удобства. But I'm much less enthusiastic when it comes to the one who made it all. Но вы знаете, часто, когда дело касается того, кто создает какие-то определенные вещи, мой энтузиазм поубавляется. And all this week I've been speaking in university in Kiev. На протяжении целой недели мы даем разные лекции в университетах Киева. People keep asking me, did God create sin? И люди часто меня спрашивают, а Бог является создателем греха? And this story tells us not that He made His son bad. И эта история рассказывает о том, что Он не создавал сына плохим. But that He gave him freedom to choose to walk away from Him. Но Отец дает свободу своему сыну сделать то, что Он хочет, и отпускает его. Because if you have to love somebody, Подумайте, если Он любит кого-то, then it's not really love, it's just programming. то это не любовь, если Он не дает чего-то, это просто какая-то детская площадка. And we are not programmed to automatically love God. И мы, как люди, мы не запрограммированы автоматически, чтобы любить Бога. We can choose to do it or not. Мы можем сами выбирать, хотим мы этого или нет. Okay. Jesus is saying that Puko's problems aren't fundamentally about economics, food, or smell. И когда Иисус рассказывает историю об этом парне, Он подчеркивает, что главная проблема не в экономическом кризисе или в том, что парень плохо выглядел и вонял, They're about relationship. а все на самом деле основано на взаимоотношениях. It's his separation from the Father which has created this situation. Самая большая проблема, которая создается этой ситуацией, это то, что парень ушел от отца. Family breakdown leads to all the other stuff. Потому что, когда ты теряешь связи со своей семьей, это приводит к каким-то последствиям. And he's suggesting the same is true of us. И это же самое касается и нас. It's the most important relationship which could exist is that between the creatures and their creator. Вы знаете, самый важный вид отношений, который только может быть, это отношения между Создателем и Его созданием. And that relationship has become broken all across the world and in our individual lives. И это отношение разрушается везде, у каждого в жизни и по всему миру. The author C.S. Lewis has a great illustration of this. Клайв Льюис имеет очень хорошую иллюстрацию, пример этого. In his science fiction novel Perelandra. Он написал фантастический роман Переландра. In this novel, и в этом романе the narrator is walking in the fog. Он от имени рассказчика рассказывает о том, как он идет через туман. Through the woods to his friend's house. И он идет к своему другу домой. And he knows that his friend has these creatures that he's brought into his house. И он знает, что недалеко от дома его друга находятся какие-то странные опасные создания. Aliens from another world. Это какие-то инопланетяне с другого мира. And he's afraid. И парень боится. And with every step he takes closer, he's more and more scared that these creatures are evil. И с каждым следующим шагом, который он делает по направлению к дому своего друга, он все больше боится этих злых созданий. And he's scared that they'll want to kill him. Он боится, что они хотят его убить. Then, right before he gets to the house, но до того, как он доходит к этому дому, he has another fear. у него появляется другой страх. This is what the book says. My fear now was of another kind. Дальше он пишет: мой страх стал другим. I felt sure that the creature was what we called good.
Я был уверен в том, что создание, которое мы называем хорошим, but I wasn't sure whether I liked goodness so much as I had supposed. но я не уверен, что так называемое хорошее создание, оно будет действительно хорошим, что я полюблю это. This is a very terrible experience. Это был очень страшный опыт. As long as what you're afraid of is something evil, Чем дольше ты боишься чего-то злого, you may still hope that the good will come to your rescue. тем больше ты надеешься на добро, которое придет и спасет тебя. But suppose you struggle through to the good and find that it is also dreadful. А теперь представьте, что вы боретесь с мыслью о том, что это доброе становится чем-то страшным. How if food turns out to be the very thing you can't eat? Каким образом еда превращается в что-то, что вы не можете скушать? And home the very place you can't live? И когда дом становится тем местом, где вы не можете жить, And the very person who makes you uncomfortable? а тот человек, который вас утешает, становится невыносимым. What Lewis is saying О чем говорит Льюис? is there is one thing more scary than pure evil. Он говорит, что есть еще одна вещь, которая еще страшнее, чем зло. One thing more scary than the darkness. Что может быть более страшным, чем сама темнота? And that's pure good. Это чистое добро. That's pure light. Это свет. So I think many of us are afraid, like Tom Ripley. И я думаю, что многие из нас боятся света, как герой Том Рипли. Somebody will look in that dark and hidden room. Потому что что-то нас утешает, когда есть эта темнота. That they will know and see everything about us. И когда мы понимаем, что все люди увидят нас реальными, это And пугает. our only hope, if anyone ever sees in that room, И наша единственная надежда if anyone sees the real us, на то, что никто не увидит настоящих нас. is that they're that much darker than us that they're not horrified. И мы понимаем, что сама темнота теперь нас так не пугает. Yet God, by definition, is pure goodness. И мы знаем, что Бог по своему определению является полной добротой. And also capable of seeing into the darkest rooms of your life. И мы знаем, что Он видит самые темные уголки нашей жизни. However hard we try to lock them. Как бы мы ни старались что-то спрятать или закрыть. So many of us pull away from God. И поэтому многие из нас просто отходят назад от He Бога. seems like part of the solution, not part of the problem, not part of the solution. И мы понимаем, что это часть проблемы, а не решения. My best friend growing up died when he was 22 years old. Один из моих лучших друзей, с которым я вместе рос, умер в возрасте 22 лет. He'd become a drug addict and an alcoholic. У него были проблемы с наркотической и And he was алкозависимостью. living homeless. И потом он просто бомжевал на улице. The last time I saw him, he had cuts all up both his arms И последний раз, когда я его увидела, у него полностью были порезаны все руки. that he'd done to himself. Он сам это делал. We were talking. И мы говорили с ним. I said, Damien, have you ever given any thought to God? Я говорю, Дэнни, что ты думаешь о Боге? And look of horror on his face. Я смотрю на этот ужас на его лице. God is the last person I want to talk to about this. Он говорит, Бог это последний, с кем я хочу говорить. So some of us feel like God is not part of the solution, He's part of the problem. И это говорится о том, что это является частью проблемы, но не решения. We think that because He knows everything, И мы думаем о том, что если Он создал все, and He is good, и Он является добром, then we should be afraid of Him. тогда нам нужно бояться такого доброго Бога. And what Jesus is saying is our problem is fundamentally a relational one. А что говорит Иисус о самом важном фундаменте всего, об отношениях? To have a fresh start, Он говорит, как начать эту новую жизнь. something needs to be done about that relationship with God. Для того, чтобы сделать этот новый старт, нужно поменять отношения. Here's what happens next. Вот как это выглядит. Когда он, этот наш парень, осознал, что происходит, он сказал, у моего отца много слуг, имеют еду, а я умираю от голода. Okay, so he decides, okay, I remember things were good back with my dad. Он начинает вспоминать свою прежнюю жизнь и говорит, у отца все было хорошо, когда я там был. Here's Homer Simpson. А сейчас он просто вот нищий, бездомный. Someone asked him what religion he is. Знаете, спросили, что такое религия. He said, what religion am I? И Гомер Симпсон отвечает. The one with all the well-meaning rules that don't work out in real life. Он говорит, какой религии я принадлежу? Той, у которой хорошие, правильные правила,
но которые не работают в настоящей жизни. Это религия христианства. Now he sounds like he's being rude, И вы знаете, звучит так грубовато. but he's actually speaking some truth here. Но по сути, этот герой этого мультика, он говорит правду. Because religious rules are hard to keep. Потому что часто очень тяжело придерживаться религиозных правил. There's some easy stuff, like make sure you get baptized. Например, есть какие-то простые правила, когда вам говорят, обязательно нужно принять крещение. But beyond having to get a bit wet, religion gets trickier and trickier the further you go. Но знаете, кроме того, чтобы один раз погрузиться в воду, эта религия становится все более и более запутанной и сложной. Because as Tom Ripley explained, Потому что если мы будем говорить языком Тома Рипли, the reason we need a fresh start isn't just because there's something wrong with the world. когда хочешь начать новую жизнь или новое начало, вопрос не только в мире, который нас But there's something wrong with us. а это касается того, что является внутри нас. And it's a tough mission to be the problem and the solution at the same time. И невозможно в одно время быть и проблемой, и решением. Have you ever tried really hard to be religious? Вы пробовали когда-нибудь в жизни изо всех сил быть таким набожным, религиозным человеком? Or decided one day to be a good person? Когда вы однажды просыпаетесь и говорите, я буду новым человеком. From the ages of 16 to 18, I was the most religious guy you've met in your life. From the ages of 16 to 18, I was the most religious guy you've met in your life. Знаете, оглядываясь назад на свою жизнь, я вижу, что в период с 16 по 18 лет я был самым религиозным парнем в мире. I was passionate and serious and tried to keep every rule, even seeing if I could find new ones to keep. Я очень серьезно и целенаправленно пытался исполнить все правила. And all that happened Вы знаете, что случилось? was that my selfishness took on a religious flavor. Мой эгоизм и самолюбие просто возросло на этом религиозном уровне. And the darkness inside me went to church with me sometimes. И знаете, эта темнота внутри меня так и оставалась, даже когда я ходил в церковь. But Poop Guy sees no other option. Но есть другой вариант. So, if you read this bit. Итак, он говорит, встану я и возвращусь к Отцу, скажу ему, Отец, я согрешил против небес и против Тебя. So he decides what he thinks his father needs to hear. Итак, он решает вернуться к Отцу и сказать то, что Отец хотел услышать. It's like picking exactly the right words to win over God. То есть он приходит и говорит правильные слова ему. And here's what he has for him as well. И дальше он продолжает. Promises. Обещание, то есть прости, я обещаю. Give me a job. Дай мне работу. I'll work hard. Я буду тяжело I'll keep the трудиться. rules from now on. Я теперь изменюсь. I'm not looking to be your father. Я не достоин быть твоим сыном. I want to be your employee. Я хочу быть просто каким-то твоим вот слугой, I'm работником. not asking for any more free gifts from you. Я не прошу теперь никаких особых I снисхождений. want to earn my way now. Я теперь завоюю это уважение к So себе. he's resolving to make a fresh start. И поэтому этот парень, возвращаясь, он хочет начать новую жизнь. He's like a person trying religion as a way to better and improve their life. Знаете, он похож на того, кто пытается использовать религию, чтобы стать лучше. And it says, Написано, поэтому он встал и пошел к своему отцу. and if you think about this story, Если мы думаем об этой истории, this is a mad decision. то это тяжелое решение. He doesn't take a shower, Знаете, он пошел сразу, он не принимает душ перед этим. so he's still covered in stinky, smelly poop and mud. Представьте, после работы с свиньями он в таком же виде вот пошел. Who's going to believe his promise to change? И когда приходит такой вот паренечек, кто поверит его обещаниям измениться? His dad? Отец поверит. His dad, the guy who he wished was dead? Отец, которому сын буквально в лицо сказал, что хотел бы, чтобы ты уже умер, And then ran off with half his money. и потом сбежал с деньгами. Now this is something else important to know about this story. Важный момент по поводу этой истории. This story was told in what you call a shame culture. Эта история рассказывалась в культуре стыда. What that means Что значит этот стыд, культура стыда? is that if you dishonored somebody ranking above you, Если вы кого-то обесчестили или попустили, нашими словами, or your parents, или грубо отнеслись к родителям, it caused incredible pain. то это причиняет неимоверную боль. And in many countries, shame cultures today, И до сих пор в многих странах есть вот эта культура стыда. if your daughter marries the wrong guy, Если твоя дочь выходит замуж не за того парня, she and the guy will be killed. и ее убьют, и парни ее убьют. So
when Pook Guy decides to return home, И поэтому, когда наш паренек решает вернуться домой, there's two problems going on here. возникает две проблемы. He shamed his father, Первое. Он опозорил своего отца. caused the most pain he could possibly cause to anyone in that. И в той культуре опозорить отца – это было самое невероятное зло, которое можно было сделать. Using only words. И он это сделал только словами. The second problem he has Вторая проблема is that it will be dangerous to go back. – теперь опасно возвращаться домой. Because in shame and honor cultures, Потому что в таких культурах, где есть это чувство стыда, the whole village will be out целое селение to, at very least, hurt him, attack him, and drive him out of town. будут искать справедливости и думать, где можно ножичком пырнуть этого парня. So here's his plan. I smell of poo, Поэтому парень, не принимая душ, and I'm going to go back to the guy I wish was dead. он решает вернуться к тому человеку, которого он опозорил, Hope he's got over his pain. и надеется на благополучный исход. Hope I can make it through the village before somebody sticks a knife in me. Он надеется, что он успеет дойти к отцу до того, как кто-то из односельчан его прирежет за тот позор, который он сделал. It's not the best plan I've ever heard of. Поэтому это не самый лучший вариант возвращения But домой. he's so desperate he doesn't have any other options. Но в таком отчаянии, что у него просто нет других вариантов. And it's such a ridiculous picture Jesus paints of this guy. И Иисус специально описывает такую вот до невозможного абсурдную ситуацию. You just look at him and you think if something's going to change here, he's not going to change it on his own. И мы понимаем, что этот парень не может вот так просто вернуться и изменить всю свою жизнь. And Jesus is saying you want restored relationship with God, you want a fresh start. Но Иисус говорит, если хочешь восстановленных отношений, тебе нужно новое начало. That's one thing you can't fix. Это то, что можно получить. And that's one thing you can't control. Но это то, что невозможно контролировать. The next bit of the story is mind-blowing. Следующая часть истории, она просто выносит нам все представление. Now you might have heard this story before and think that you know it. Возможно, до того вы часто слышали такую историю и думали, что знаете ее. But I just want you, and if you, to stick with me on this Но теперь хочу, чтобы вы послушали внимательно. and listen carefully. Очень внимательно. Okay. This is what it says. Поэтому он встал и пошел к своему отцу. Okay. Before he gets to the village, До того, как парень подошел к селу, something happens. кое-что произошло. Father sees him. Его отец увидел его. It sounds like his father has been staring off into the distance. Вы знаете, такое впечатление, что отец был где-то недалеко, Kind of like this. и он вот так высматривал кого-то. How long has he been stood there for? Как долго отец сидел там на каком-то горбу и Does he spend a lot of высматривал? time watching and waiting for his son, Возможно, он все это время просидел где-то и все ждал его, hoping? надеялся на что-то. Do you ever think of God like this? Думаем ли мы о Боге как об этом отце? Someone who is always looking towards you. Что он является тем, кто постоянно выглядывает, ищет нас. Someone hoping you come to him. Как тот, который постоянно ждет, что вы к нему придете. Because this is how Jesus saw God. Потому что именно так Иисус описывает Бога. Someone who knows the worst things about you, Который знает все самые худшие моменты из вашей but жизни. wants you anyway. Но по-прежнему хочет, чтобы вы пришли. Then it says this. И наполнился состраданием к нему. Это отец. This is how the father feels. Вот настоящее чувство отца. Not angry, Заметьте, это не гнев, not rejecting, это не отвержение, not condemning, это не осуждение, but full of compassion. но полное сострадание. And God feels that way towards you and I. И Бог чувствует себя так же по отношению ко мне и к вам. We don't need to be afraid of Him. Нам не нужно бояться Бога, He is full of compassion towards потому us. что Бог наполнен состраданием к нам. Perfectly pure. Мы знаем, что Бог на 100% является чистым He knows Богом. everything about you. Он знает все о нас. But He still feels love and compassion. И с тем же Он все равно нас любит, и Он наполнен состраданием. What do you normally think of when you think of God? Когда вы думаете о Боге, как Он относится к вам? Distant, Возможно, вы думаете, что Он на расстоянии, uninterested. Он не интересуется. I wonder whether actually you might turn to people near you and share what's your normal image of God and how does it Давайте compare мы with сейчас this? повернемся к своим соседям и поделимся тем, как Бог относится к нам. Что мы думаем об этом?
наше представление. Just to tell you a tiny bit more about the story. Возвращаясь к нашей истории. It says next that the father ran. Мы дальше узнаем больше про отца. In this culture, old men didn't run. Вы знаете, что в этой восточной культуре пожилые люди не бегали. Because they wore robes rather than trousers. Они тогда ходили в таких длинных, таких, So if you were going to run, как бы мантиях. you had to wrap your robe up to your waist. И если у тебя эта длинная рубаха, то для того, чтобы бежать удобно, тебе нужно ее поднять, чтобы Making yourself half naked. И вы знаете, что в той культуре, когда ты оголяешь свои колени, это уже считается стыдно. It was a very shameful thing to do. И поэтому быть пожилым, бежать, приподняв свой длинный халат, это был позор. And the father runs through the village. И мы дальше узнаем о том, что отец бежит к своему сыну. His bottom half naked. И мы понимаем, что он вот приподнимает эту свою длинную рубаху и His бежит. parts blowing in the wind. И мы понимаем, что все видят его колени и понимают, что это позор для него. And he throws his arms around his son. И он подбегает к сыну. He hugs him. Он обнимает его. He still stinks of poo. И вы понимаете, что сынуля по-прежнему воняет очень сильно. He's still dirty, he's still filthy. Потому что он очень отвратительно выглядит. But the father doesn't care. Но отцу все равно. He just throws his arms around him. Он подбегает, он обнимает его. Coming into the village, all the shame and the guilt should have been on the son. Вы знаете, когда сын возвращается в село, то весь стыд и вся вина, они должны были лежать полностью на его плечах. In that culture, he should have been rejected and attacked. Потому что нельзя отвергать кого-то, а потом возвращаться. But instead, the father runs through the village, Но мы узнаем, что отец убегает из этого селения к нему. half naked, И он, как полуобнаженный по той культуре, shaming himself. он сам себя позорит. And it's an incredible picture of God. И знаете, это очень хорошая картина, которая показывает нам Бога. I don't know what you said you normally think of when you think of God. Я не знаю, что вы обычно говорите, когда думаете о Боге, Do you think of someone willing to make a fool of himself но вы можете подумать о ком-то, кто готов опозориться just to throw his arms around you, только для того, чтобы обнять вас. even though he knows all the worst things that you have ever done? Несмотря на то, что он знает все ужасное, что вы сделали. And the son starts his speech. И вы знаете, сын начинает говорить. Он говорит: отец, я согрешил против небес и тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. But the father doesn't want him to work harder and try harder. И вы знаете, отец не хочет, чтобы он продолжал обещать, что он будет лучше работать, больше что-то делать. Instead he says, get a robe and put him on this guy. И отец просто говорит слугам: снимите с него эту грязную одежду и оденьте его что-то нормальное. Give him a bath, just put decent clothes on him now. Он не просто говорит: отведите его в душ, чтобы он помылся, но сейчас уже оденьте на него все новое. Treat him like a person of value. Относитесь к нему как к человеку, который достоин этого. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Он говорит: оденьте перстень на палец и сандалии на ноги. The ring at this time was something you used to buy and sell things. И вы знаете, обычно перстень, он был знаком того, что вы на определенном уровне. Each family had a ring they would push into the wax. И вы знаете, что у каждого члена такой достопочтенной семьи был перстень, на котором была печатка, и они могли потом макнуть его в воск и запечатать конверт или письмо. To conclude business deals. Для того, чтобы закрепить печатью какие-то документы. And the father says, I know the things you've done. Чтобы знали, что это от тебя. I know all this money you stole. А отец говорит: я знаю, что ты сделал, что произошло с деньгами. But here's a family credit card. Но получи нашу семейную кредитную карточку, перстень. Because God knows that we messed up. Вы знаете, Бог знает, как сильно мы все портим. And He knows you'll mess up again. И Он знает, где и в чем мы проштрафились. However hard you promise not to. И даже когда мы постоянно обещаем: я больше не буду. But here He is saying, no, I'm going to treat you like part of the family. Но Бог говорит: я буду относиться к тебе как к части своей семьи. And He says, И поэтому дальше этот отец говорит: мой сын был мертв и ожил, был потерян и нашелся. He calls him his son.
Он называет этого парня своим сыном. The relationship he wants with him is one of family. Вы понимаете, отец показывает, что он хочет восстановить отношения, чтобы парень стал частью семьи. Not one between a boss and an employee. Не просто каким-то наемным слугой. And they began to celebrate. Он хочет, чтобы он был сыном, и они будут праздновать. Because God is so excited when people come home to him. Потому что когда Бог видит, как люди приходят к нему, он очень радуется. That he's like a dad throwing a party. И поэтому это отображено в этом отце, который сразу закатывает хорошую вечеринку. What Jesus is saying, if you want a fresh start, и поэтому Иисус говорит, если ты хочешь иметь новое начало, it depends on God and not on you. Это зависит от Бога, не от тебя. And there are echoes in this story of Jesus. И вы знаете, есть определенные моменты, которые что-то напоминают. Of how Christians traditionally understand Jesus' death. Как обычно вот христиане понимают смерть Иисуса. We all have this darkness inside us. Мы скажем следующее. This dark room that we would never let anybody in. Есть эта темная комната, в которую вы никого не впускаете. The secret us. Какой-то вот спрятанный я. Away from the public us. И мы себя прячем подальше от публики, от чьих-то глаз. We all know that if all our thoughts were recorded for a week, мы понимаем, что если бы кто-то записал на аудиопленку все наши мысли, and played on a huge cinema screen in Kiev, а потом в Киеве, в каком-то крупном кинотеатре проиграл эту пластинку, we'd be ashamed. мы бы знали, что мы бы опозорились навеки. But what Christians understand that Jesus did, но как христиане понимают то, что сделал Иисус? When he died on the cross, когда Иисус умирает на кресте, was he took all those things on himself. Он берет все эти грязные вещи на себя. Our shame, Он берет наш стыд, our guilt, нашу вину, our separation from God. И наше отделение от Бога. And he said, I'm taking all these things away from you. И Иисус говорит, я хочу это все забрать у вас. They will die with me. И я хочу, чтобы это все умерло вместе со мной. 2 days later, для того, чтобы позже, he rose from the dead. через 2 дня воскреснуть. Those things did not defeat him. И эти вещи, эти грехи злые, они не победили Иисуса. He defeated them, Иисус их победил. making it possible for us to have a fresh start with God. Для того, чтобы у нас появилась возможность получить новое начало с Богом. Guys, we're going to show you a little drama about this. И мы сейчас хотим, чтобы вы посмотрели одну сценку. Yeah. I think if we had to reduce Jesus' message down to 2 words, если бы мы могли сократить все послание Иисуса к нескольким словам, it would simply be this. Это были бы следующие слова. Come home. Вернись домой. Stop living life at a distance from God. Прекрати жить далеко от Бога. Stop thinking that you can fix your own problems. Перестань думать, что ты сам можешь разобраться со своими проблемами. Stop thinking that you need to be stuck the way things are. Перестань жить так же, как ты живешь сейчас. I think the 2 biggest lies you will ever hear. Я думаю, что 2 есть большие лжи, в которые верят люди, и вы слышите их. It always has to be this way. Что так должно быть всегда. And you are on your own. И второе, это то, что ты сам на сам со своими проблемами. Because Jesus tells us, Иисус говорит нам, it doesn't always have to be this way. Так не должно быть. And you are not on your own. И второе, ты не один. I just want to speak to God for a moment. И сейчас я бы хотела, чтобы мы подумали немножко об этом. I'd love to give you guys just a moment of silence. Пусть это будет небольшое мгновение тишины. Maybe to speak to Him for yourselves. Когда вы можете просто поразмышлять об этом сами. Maybe to speak to Him about the idea of coming home. Подумать о том, может, стоит вернуться домой. Maybe even to say to Him, God, you know the darkness in me. Возможно, вы захотите сказать, Боже, Ты знаешь меня. You know the real me. Ты знаешь меня настоящего. But if you are like this Father that Jesus describes, но если ты являешься этим светом и этим Отцом, которого описывает Иисус, please welcome me home. то прими меня домой. Please let us have a fresh start. Дай мне новое начало. But whatever you want to say to God, I'm going to give you a moment of silence for that. Подумайте об этом. Если нужно, обратитесь к Богу. У вас несколько минут.
Father God, Небесный Отец, just thank you so much for the way that you're described by Jesus. спасибо Тебе за то, как Ты описан в истории Иисуса. When I read this, I find you beautiful. И когда я читаю эту историю, я вижу, какой Ты прекрасный. I find you attractive. Я вижу, что Ты привлекательный. I feel increased confidence that life does not have to be this way. И во мне растет эта уверенность, и вижу, что в жизни не все должно быть так, как сейчас. Father, thank you that you embrace me exactly as I am. И спасибо, Бог, за то, что Ты принимаешь меня таким, какой есть. Even when I'm at my dirtiest, my smelliest, and my most shameful. Несмотря на самые постыдные моменты в моей жизни. Father, thank you that there is always a welcome to come home to you. Спасибо за то, что Ты всегда готов принять меня назад домой. And in the present name of Jesus, who made that way available. И благодарю за то, что через Иисуса дорога домой стала возможной. Amen. Аминь.